Всем привет! Рада вас видеть на моем канале. Меня зовут Василя. И сегодня свяжем простую и очень удобную манишку крючком. Ее можно связать на любой размер. Вот эту я вязала на возраст 11 лет. В конце видео я оставлю на нее описание. Можно будет по ней сориентироваться и связать на меньший возраст. А видео мы будем вязать взрослую манишку. Также в следующем мастер-классе я покажу, как связать вот такую шапку к данной манишке. Она здесь вяжется укороченными рядами к макушке и формируется вот такая ровная красивая макушка. Сейчас скажу вам размеры. Вот у нас детская манишка. Здесь у меня 22 сантиметра. — 19 сантиметров. Взрослая манишка у нас получилась в длину 36 сантиметров и горловина 21. Для вязания нам понадобится пряжа Alize Lana Gold Classic. Здесь 51% акрил, 49% шерсти, 100 граммов, 240 метров. На манишку потребуется 1,5 мотка. На детскую манишку хватит 1 мотка. Если вы будете вязать также шапку, то потребуется на шапку также 1,5 мотка. То есть вы можете вязать сразу 3 моточка пряжи, если хотите связать комплект. Также понадобится крючок номер 5 и маркеры. Итак, приступим к вязанию. Всем приятного творчества! Делаем петлю, заводим крючок, захватили рабочую нить, протянули. Это у меня первая воздушная петля, я ее не затягиваю. Далее вторая, третья и так далее. Набираем 50 воздушных петель. Далее в конце всегда делаем одну воздушную петлю для подъема и будем вязать первый ряд. Вяжем столбики без накида со второй петли от крючка. Первая, во вторую петлю вводим крючок, вытянули петлю и провязываем. Это у нас столбик без накида. Крайнюю петлю необходимо отметить маркером. Далее вводим крючок в следующую, второй столбик, третий и так далее. Провязываем до конца 50 столбиков без накида. Провязываю последнюю петлю. Это у меня 50 столбик без накида. Тянем за кончик нити, затягиваем. Далее в конце всегда делаем одну воздушную петлю. Перевернули и вяжем второй ряд. Вяжем со второй петли от крючка, первая со второй, и захватываем только заднюю стенку петли. Вот у нас идет косичка, передняя, задняя стенка. Захватываем заднюю стенку и провязываем столбик без накида. Крайнюю петлю отмечаем. Далее в следующую за заднюю стенку. И так провязываем до конца. Провязываю последнюю петлю в ряду. В конце мы захватываем обе стенки петли. Заводим крючок, вытягиваем и провязываем столбик без накида. Во втором ряду также 50 столбиков без накида. Делаем снова одну воздушную петлю, перевернули, вяжем третий ряд. Также начинаем провязывать со второй петли от крючка за заднюю стенку. Провязали столбик, отмечаем. Это у нас первый столбик. Далее провязываем второй.
Всего мы должны в третьем ряду провязать 10 столбиков без накида. Десятый столбик. Далее делаем воздушную петлю, перевернули, вяжем в обратном порядке четвертый ряд до конца, столбики без накида, и последнюю петлю провязываем за обе стеночки. Также со второй петли от крючка провязали. Крайнюю петельку также можете здесь отметить маркером. Это у нас первый столбик. До конца ряда будет 10 столбиков без накида. Последнюю петлю провязываем за обе стенки. Делаем одну воздушную петлю, перевернули, вяжем пятый ряд. Со второй петли от крючка за заднюю стенку провязали, отмечаем маркером, провязываем до ступеньки. Я покажу, как перейти здесь вниз. Где маркер, провязываю 10 столбик за заднюю стенку, провязали. Теперь нам необходимо опуститься вниз. Вот здесь вот сбоку есть вот такая перемычка. Вводим крючок под перемычку, опускаемся вниз в следующую петлю, также за заднюю стенку, вытянули и провязываем все петельки на крючке. Далее следующую провязываем до конца столбики без накида. Получается, в пятом ряду у нас будет также 50 столбиков. И у нас получился вот такой вот переход здесь. Последнюю петлю провязываем за обе стенки. Воздушная петля, перевернули. Во вторую петлю за заднюю стенку вяжем шестой ряд, отмечаем маркером крайнюю петлю, провязываем шестой ряд до конца. В шестом ряду будет 50 столбиков без накида. Вяжем до конца. Здесь также захватываем обе стенки петли. Я провязала шестой ряд. Далее делаем одну воздушную петлю, перевернули и вяжем седьмой ряд. В седьмом ряду мы провязываем 20 столбиков без накида. Во вторую петлю от крючка за заднюю стенку провязываем 20 столбиков без накида. Я провязала в седьмом ряду 20 столбиков без накида. Их можно легко пересчитать по косичкам. Вот первая, вторая, третья. Это у нас 20-я. Далее делаем одну воздушную петлю, перевернули. Восьмой ряд вяжем до конца 20 столбиков без накида. Во вторую петлю от крючка отмечаем. И вяжем до конца 20 столбиков без накида.
Итак, я провязала 8 ряд, 20 столбиков без накида. Далее ряды у нас повторяются с 1 по 8 ряд. 9 ряд у нас вяжется точно так же, как и первый. Мы должны провязать до конца 50 столбиков без накида. Я сейчас с вами вместе провяжу и покажу еще раз, как здесь сделать переход. 1 воздушная петля, перевернули, вяжем 9 ряд точно так же, как и первый. 50 столбиков без накида. Во вторую петлю от крючка провязали, отмечаем маркером. Довязываем до ступеньки. Я покажу, как здесь перейти вниз. Где маркер, провязываю 20 столбик. Вот у нас идет перемычка здесь. Провязываем также за заднюю стенку столбик без накида. Далее вот она перемычка. Заводим крючок под перемычку. Опускаемся вниз в следующую петлю. Вытянули и провязываем. Далее в следующую и до конца вяжем столбики без накида. В конце не забываем провязывать за обе стенки петли. Итак, я провязала 9 ряд точно так же, как и первый. Далее вяжем 10, он вяжется до конца, тоже 50 столбиков без накида, вяжется как и второй. Получается, все повторяем с 1 по 8 ряд. Все нечетные ряды, которые у нас вяжутся наверх, это у нас лицевые. Четные ряды мы провязываем вниз, это изнаночные. Вот это у нас лицевая сторона, это изнаночная. Здесь немного заметен такой вот переход. Итак, провязываем далее самостоятельно. Не забываем в конце всегда делать одну воздушную петлю. И лучше всего последние петельки отмечать маркером. Я провязала всего 128 рядов. Последний ряд у меня вот 20 столбиков. Я провязала их вниз. Далее будем провязывать наверх и сшивать манишку. Сшивать будем половина по изнаночной стороне, а половину по лицевой стороне, так как здесь у нас будет отворот, и чтобы у нас край был ровный. Это у меня лицевая сторона. Вот так выглядит изнаночная. Здесь видны вот такие вот переходы. Сейчас скажу, сколько у меня получилось по горловине. Здесь у меня приблизительно 43 сантиметра. Вы можете провязать больше либо меньше рядов, в зависимости от того, сколько вам необходимо. Складываем манишку пополам. Лицевая сторона внутри. Здесь находим крайнюю петлю. Вытягиваем. С этой стороны мы заводим крючок под каждую петлю. А здесь у нас идет косичка. Захватываем только заднюю стенку петли. Здесь мы уже крючок ввели в первую петлю, вытянули, вот. Вводим во вторую петлю, и здесь точно так же находим вторую петлю. Первая во вторую за заднюю стенку, вытянули, протягиваем через петлю на крючке. Провязываем соединительными петлями. Следующую. Провязываем до ступеньки. Здесь покажу, как спуститься. Провязываю здесь последнюю петлю на ступеньке. Далее вводим в следующую петлю. Здесь мы также находим перемычку. Вот она. Вначале вводим крючок под перемычку. Затем в следующую петлю, также за заднюю стенку, вытягиваем через перемычку, протягиваем и через петлю. Вот таким образом. Далее в следующую.
Итак, после ступеньки я провязала еще 5 петель. Теперь необходимо вывернуть нам. Вытягиваем петлю побольше. Выворачиваем. Теперь у нас с этой стороны идут косички. Здесь находим последнюю вот петлю провязанную. Сюда вводим крючок за крайнюю стеночку петли. Вытягиваем петельку. Далее с этой стороны мы захватываем теперь переднюю стенку петли. А здесь находим следующую петельку и провязываем. Также вяжем соединительными петлями. Заводим под переднюю стеночку. Сильно туго не стягивайте, чтобы ваш шов не получился стянутым. Итак, манишка наша готова. Вот здесь у нас проходит шов. Шва у нас не видно. Смотрите другие мои мастер-классы. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал и вяжите вместе со мной.